Антон Павлович Чехов. В бане. Глава 1. «Эй, ты, фигура!» — крикнул толстый белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди. «Подай пару!» «Я, ваше высокородие, не банщик, я цирюльникс. Не мое дело пар поддавать. Не прикажете ли кровососные баночки поставить?» Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал: «Банки, пожалуй, поставь. Спешить мне некуда». Цирюльник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь 5 минут на груди и спине толстого господина уже темнели 10 банок. «Я вас помню, ваше благородие», — начал цирюльник, ставя 11-ю банку. «Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда еще я вам мозоли срезывал. Я цирюльник Михайло, помнитесь? Тогда вы еще изволили меня насчет невест расспрашивать». «Ага, так что же?» «Ничего-с, говею я теперь, и грех мне осуждать, ваше благородие, но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня Бог простит за осуждения мои, но невеста нынче пошла, вся непутящая, несмышленая. Прежняя невеста желала выйти за человека, который солидный, строгий, с капиталом, который все обсудить может, религию помнит, а нынешняя льстится на образованность. Подавай ей образованного, а господина чиновника или кого из купечества и не показывай, а смеет. Образованность разная бывает. Иной образованный, конечно, до высокого чина дослужится, а другой весь век в песцах просидит. Похоронить не на что. Мало ли их нынче таких. К нам сюда ходит один образованный, из телеграфистов, все превзошел, депеши выдумывать может, а без мыла моется, смотреть жалко». «Беден да честен», — донесся с верхней полки хриплый бас. «Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа!» Михайло искоса поглядел на верхнюю полку. Там сидел и бил себя по животу веником тощий человек с костистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи до ребер. А лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только 2 глаза, полные злобы и презрения, устремленные на Михайлу. «Из этих, из длинноволосых», — мигнул глазом Михайло, — «с идеями. Страсть сколько развелось нынче такого народу! Не переловишь всех их. Патлы распустил, шкелет,
Всякий христианский разговор ему противен, все равно как нечистому ладан. За образованность ступился. Таких вот и любит нынешняя невеста. Именно вот таких, ваше высокородие, ничто не противно. Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. «Найди, — говорит мне, — Мишель». Меня в домах Мишелем зовут, потому что я дам завиваю. «Найди, — говорит мне, — Мишель, жениха, чтоб был из писателей». А у меня на ее счастье был такой. Ходил он в трактир Порфирию Емельяновичу и все стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек за водку деньги спрашивать, а он сейчас поху. «Как? С меня деньги? Да ты знаешь, кто я такой! Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил!» Плюгавый такой, оборванный. Прельстил я его поповскими деньгами. Показал барышнин портрет и сводил. Костюмчик ему на прокат достал. Не понравился барышне. Меланхолии, говорит, в лице мало. И сама не знает, какого ей лешего нужно. «Это клевета на печать!» Послышался хриплый бас с той же полки. «Дрянь!» «Это я-то дрянь? Счастье ваше, господин, что я эту неделю говею, а то бы я вам за дрянь сказал бы слово». «Стало быть, вы тоже из писателей?» «Я, хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных. Духовные особы не станут такими делами заниматься. Тебе, невежа, не понять. Дмитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению. Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул. «Ну уж это вы что-то того, сударь!» Пробормотал он, почесав затылок. «Что-то умственное! Недаром на вас и волосья такие, недаром! Мы все это очень хорошо понимаем, и сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие, баночки на вас постоят, а я сейчас схожу только». Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник. «Сейчас выйдет из бани длинноволосый», обратился он к малому, стоящему за конторкой и продававшему мыло. «Так ты того, погляди за ним, народ смущает, с идеями, за Нахаром Захарычем сбегать бы. Ты скажи мальчикам, сейчас выйдет сюда длинноволосый», зашептал Михайло, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи. «Народ смущает,
Поглядите за ним, да сбегайте к хозяйке, чтоб за Насаром Захарычем послали протокол составить. Слова разные произносит, с идеями. Какой же это длинноволосый? Встревожились мальчики. Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось 6. Тут вот 2 татара, тут господин раздевшись, тут из купцов 2, тут дьякон, а больше и никого. Ты, знать, отца дьякона за длинноволосого принял. Выдумываете, черти! Знаю, что говорю. Михайло посмотрел на одежу дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами. По лицу его разлилось крайнее недоумение. А какой он из себя? Худенький такой, белобрысенький, бородка чуть-чуть, все кашляет. Пробормотал Михайло. Это я, значит, духовную особу облаял. Комиссия отца Дионисия. Вот грех-то, вот грех. А я ведь говею, братцы. Как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня грешного. Пойду прощения просить. Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды. «Отец дьякон!» — обратился к нему Михайло плачущим голосом. «Простите меня, Христа ради, окаянного!» «За что такое?» Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги. «За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи». Глава 2. Удивляюсь я, как это ваша дочь при всей своей красоте и невинном поведении не вышла до сих пор замуж, сказал Никодим Егорыч Потычкин, полезая на верхнюю полку. Никодим Егорыч был гол, как всякий голый человек, но на его лысой голове была фуражка. Боясь прилива к голове и апоплексического удара, он всегда парился в фуражке. Его собеседник Макар Тарасыч Пешкин, маленький старичок с тонкими синими ножками, в ответ на его вопрос пожал плечами и сказал: «А потому она не вышла, что характером меня Бог обидел. Смирен я, кроток очень, Никодим Егорыч, а нынче кротостью ничего не возьмешь. Жених нынче лютый, с ним и обходиться нужно сообразно». «То есть как же лютый? С какой это вы точки?» «Балованный жених, с ним как надо. Строгость нужна, Никодим Егорыч, стесняться с ним не следует. Никодим Егорыч к мировому, да по мордасам, за городовым послать. Вот как надо, негодный народ, пустяковый народ». Приятели легли рядом на верхней полке и заработали вениками. «Пустяковый!» – продолжал Макар Тарасыч. «Натерпелся я от них каналиев. Будь я характером посолиднее, так моя Даша давно была уже бы замужем и деток рожала. Да, старых девок теперь в женском поле, сударь мой, ежели по чистой совести,
половина на половину, 50%. И заметьте, Никоник Егорыч, каждая из этих самых девок в молодых-то годах женихов имела. А почему, спрашиваете, не вышло? По какой причине? А потому что удержать его жениха-то родители не смогли, дали ему отвертеться. Это верно-с. Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит он все это на шаромышку, да с выгодой. За даром он тебе и шагу не ступит. Ты ему удовольствие, а он с тебя же и деньги требует. Ну и жениться тоже не без мыслей. Женюсь, мол, да деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло. Ешь, лопай, бери мои деньги. Только женись на моем дите, сделай такую милость. Но бывает, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горя гореванного. Иной сватается, а как дойдет до самой точки, до венца, то и назад оглобли, к другой идет свататься. Женихом хорошо быть, одно удовольствие. Его и накормят, и напоят, и денег взаймы дадут. Чем не жизнь? Ну, и строит из себя жениха до старости лет, покуда смерть, и жениться ему не надо. А уж лысина на всю голову, и седой весь, и колени гнутся, а он все жених. А то бывает, которые не женятся по глупости. Глупый человек сам не знает, что ему надобно, ну и перебирает. То ему нехорошо, другое неладно, ходит, сватается, а потом вдруг ни с того ни с сего «не могу», говорит, и не желаю. Так вот хотя бы взять, к примеру, господина Катавасова, первого Дашиного жениха, учитель гимназии, титулярный тоже советник, науки все выучил по-французски, по-немецки, математик, а на поверку вышел болван, глупый человек и больше ничего. Вы спите, Никодим Егорыч? Нет, зачем же? Это я закрыл глаза от удовольствия. Ну, вот, начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даше тогда и 20 годочков еще не было. Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик, полнота, формалистика в теле и прочее. Статский советник Цицеронов-Гравианский по духовному ведомству служит. На коленях ползал, чтоб к нему в гувернантки пошла. Не захотела. Начал Катавасов ходить к нам. Ходит каждый день и до полночи сидит. Все с ней про разные науки там и физики. Книжки ей носит, музыку ее слушает, все больше на книжки напирает. Даша-то моя сама ученая, книги ей вовсе не надобны, баловство одно только, а он то прочти, другое прочти. Надоел до смерти. Полюбил, я вижу. Она заметно ничего. Не нравится, говорит мне он, что он, папаша, не военный. Не военный, а все-таки ничего. Чин есть. Благородный, сытый, трезвый. Че ж тут еще? Посватался. Благословили. Про приданное не спросил даже. Молчок. Словно он не человек, а дух бесплотный. И без приданного может. Назначили и день, когда вещать.
И что же вы думаете, а? За 3 дня до свадьбы приходит ко мне в лавку тот самый Катавасов. Глаза красные, личность бледная, словно с перепугу весь дрожит. Что угодно-с. Извините, говорит, Макар Тарасыч, но жениться на Дарье Макаровне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на ее цветущую молодость и наивность, думал найти в ней почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную, а она уже успела приобрести склонности. Говорит, она наклонна, говорит, к мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала. И не помню, что она там всосала, говорит, а сам плачет. А я, сударь мой, побранился только, отпустил его и к мировому не сходил. И начальству его не жаловался, по городу не срамил. Пойдя я к мировому, так небось испугался бы сраму, женился бы. Начальство, небось, не поглядело бы, что оно там всосало. Коли смутил девку, так женись. Купец вон, Клякин, слышали? Даром, что мужик, а поди-ка какую штуку того у него учудил. У него жених тоже упорствовать стал. В приданном заметил что-то как будто не то. Так он, Клякин-то, завел его в кладовую, заперся, вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит: «Побожись, — говорит, — перед образом, что женишься, а то, говорит, убью сию минуту, подлец, этакой сию минуту». Побожился и женился молодчик. Вот видите, а я бы так не способен, и драться даже не того. Увидал мою Дашу консисторский чиновник, хохол Брюзденко, тоже из духовного ведомства. Увидал и влюбился, ходит за ней, красный как рак, бормочет разные слова, и изо рта у него жар пышет. Днем у нас сидит, а ночью под окнами ходит. И Даша его полюбила, глаза его хохладские ей понравились. Я, говорит, папаша, понимаю, это не военный, но все же из духовного ведомства. Это все равно, что интенданство, и поэтому я его очень люблю. Девица, а тоже поди разбирает нынче. Интенданство. Осмотрел хохол приданное, поторговался со мной и только носом покрутил. На все согласен, свадьба бы только поскорей. Но в тот самый день, как обручать, поглядел на гостей, да как схватил себя за голову. Батюшки, говорит, сколько у них родни, не согласен, не могу, не желаю. И пошел, я уж и так, и эдак. Да ты, говорю, ваше высокородие, с ума сошел, что ли? Ведь больше чести, ежели родни много. Не соглашается. Взял шапку, да и был таков. Был и такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Аляляев. Полюбил ее за ум и поведение, ну и Даша его полюбила, характер его положительный ей нравился. Человек он действительно хороший, благородный, посватался, и все так обстоятельно.
приданное все до тонкостей осмотрел, все сундуки перерыл, Матрёну поругал за то, что сапога от моли не уберегла, и мне реестрик своего имущества доставил. Благородный человек, грех про него, что худое сказать. Нравился он мне, признаться, до чрезвычайности. Торговался он со мной 2 месяца. Я ему 8000 даю, а он просит 8,5. Торговались. Бывало, сядем чай пить, выпьем по 15 стаканов и все торгуемся. Я ему 200 накинул, не хочет. Так и разошлись из-за 300 рублей. Уходил бедный и плакал. Уж больно любил Дашу. Ругаю я теперь себя, грешный человек, истинно ругаю. Мне бы отдать ему 300 или попугать, на весь город посрамить, или завести бы в темную комнату, да по мордасам. Прогадал я, вижу теперь, что прогадал, дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никоним Егорыч, характер у меня тихий. Смирный очень, это верно-с. Ну, я пойду, пора. Голова тяжело стала. Никоним Егорыч в последний раз ударил себя веником и спустился вниз. Макар Тарасыч вздохнул и еще усерднее замахал веником. Антон Павлович Чехов, 1885 год.